Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Притиск. За участие в конкурсе японской компании Marumi меня наградили набором эффектных светофильтров Marumi DHG Soft Filter Set. В набор входит 5 светофильтров, позволяющих аналоговым способом преобразить изображение и смягчить тени, понизить контраст, а также преобразить характер бликов в боке. Набор поставляется в компактном мягком кейсе, который легко раскладывается и обеспечивает удобный доступ к 6 ячейкам для светофильтров. В набор Marumi DHG Soft Filter Set входят светофильтры со следующей маркировкой: Soft Fantasy, Soft Fantasy 2, Foggy Soft, Retro Soft и Portrait Soft. Каждый фильтр отмаркирован как DHG Digital High Grade. Это новейшее поколение высококлассных светофильтров для цифровой фототехники. Такие светофильтры не искажают цвет, обладают двусторонним мультипросветлением, изготовлены из сверхтонкого и прочного оптического стекла, закрепленного через герметичную прокладку. Тонкая оправа позволяет использовать сверхширокоугольные объективы. Оправа светофильтра идеально отшлифована и снабжена мелкими засечками, что не позволяет фильтрам выскальзывать из рук, а покрытие специальным нитридным чернением сводит к нулю всевозможные переотражения. Резьба светофильтров серии DHG имеет тефлоновое покрытие, что повышает устойчивость к износу, а также не позволяет прикипать к резьбе объектива. Светофильтры произведены в Японии, и это настоящее японское качество, в котором не сомневаешься. Soft Fantasy – новейший светофильтр, смягчающий блики и переотражения благодаря нанесенной на стекло текстуре, напоминающей застывшую морскую пену. Создает эффект светорассеивания, как во влажной атмосфере тропических джунглей. Может помочь при съемках со вспышкой для удаления блеска с поверхности кожи, не вызывает падения резкости кадра. Давайте попробуем сравнить фотографию без фильтра и с фильтром Soft Fantasy. Увеличим ее до 100% масштаба, и как мы видим, детали ветвей с фильтром Soft Fantasy стали мягкими, они потеряли контраст, утратили его. Цвет слегка тоже ослаб, но не утрачен и хорошо контрастирует на фоне, который тоже с потерей контраста вносит больше объема в окончательный образ. То есть в этом образе, в исходном, очень много грубых деталей на фоне, а они все исчезают с применением светофильтра. Получается такая иллюзорная картина, похожая на сон. Soft Fantasy 2 более очевидный эффект мягкого фокуса, размывает резкие границы предметов на краях изображения и создает импровизированное боке. Давайте попробуем сравнить исходный кадр без фильтра и с фильтром Soft Fantasy 2, версия 2. Она более настойчива, снижает контраст, имеет своеобразный характер. Посмотрите, насколько сильно контрастом были очерчены детали. Даже вот эта веточка, она здесь почти пропала. Посмотрите, как красиво уходит в нерезкость. Мы видим детали боке. Вот они, вот эти блики. Они не слишком настойчивые, но все же они довольно плотные, наползают друг на друга и придают несколько грубый характер изображению, вот как здесь. А здесь справа мы видим, как Soft Fantasy 2 сумел разнообразить картину, какую легкость он внес в колоски. Смотрите, как здорово работает в контровом освещении. Вот оно, контровое освещение. И в то же время посмотрите, насколько смягчаются блики, которые были в боке. Если они здесь достаточно резко очерчены и даже оранжевые какие-то фрагменты, то здесь их практически не ощущается. Вот такая разница с использованием светофильтра. Посмотрите, какая мягкость по всему кадру, да, и это действительно какая-то фантазия, это действительно что-то волшебное, это настоящее волшебство. И для этого не нужен никакой графический редактор. Foggy Soft фильтр прекрасно смягчает контраст и вносит ощущение дымки или тумана, без сильной потери деталей. Можно попробовать сравнить исходный образ с софт-фильтром Foggy Soft. И он дает еще более мягкое размытие, действительно настоящее ощущение туманной погоды, какой-то взвеси в воздухе, да, вот этот объем, который виден практически сразу, видоискатель, и, в общем, художнику не требуется какого-то вмешательства. Посмотрите на веточку, какая веточка здесь и как нежно она отрисована здесь. Как даже здесь детали в боке становятся еще мягче, они более подвижные и, в общем-то, надо заметить, что не утратилась детализация, то есть детализация осталась прежней. Высокое качество фильтра позволяет сохранить детализацию на всех планах и в то же время кардинально смягчить картину, убрать вот эти настойчивые круглые блики, и в общем-то вот такая разница наглядная. RetroSoft смягчает изображение очень существенно и уменьшает детализацию, но подчеркивает очертания контрастных объектов
напоминая рисунок монокля. И еще один пример с использованием светофильтра Retro Soft. Слева фотография без фильтра, справа Retro Soft. И как мы видим, детализация утрачивается сильно, выступают цветовые пятна, происходит контрастирование цвета, но в целом смягчается фон, да, то есть мы видим, что картина стала мягче, но как будто бы она снята с неправильной фокусировкой. На самом деле это тоже примечательный образ, в котором хочется обострить внимание только на листьях-пятнах, на листьях-пятнах. То есть здесь мы обостряем внимание на цвете. Вот такая художественная интерпретация. И здесь нет и не должно быть никаких резких деталей. Интересная работа фильтра, он тоже может понадобиться. Еще один пример использования светофильтра Retro Soft. Несмотря на то, что многим может показаться, будто бы фильтр, который образует нерезкость кадра, кому-то может это показаться слишком настойчивым. На мой взгляд, это вполне оправданно и чем-то даже напоминает фотосъемку с моноклем, но в несколько иной степени. Посмотрите, как обычная картина, вроде бы симпатичная, реалистичная, но с жесткими тенями, она превращается вот тут. Смотрите, жесткие тени, резкие очертания и даже засветки, как это все превращается в некое волшебство, в некий танец бликов и красок. Какая легкая получается картина и просто сказочная. Вот она как выглядит в 100% увеличении. Portrait Soft. Основной сферой применения фильтра является портретная фотография, когда образу требуется низкий контраст и романтическое настроение. Фильтр также удачно скрывает дефекты кожи. В данном примере я показываю фотографию без светофильтра и с использованием светофильтра Portrait Soft, да, портретный софт. Почему бы его не использовать в пейзаже? Вполне можно, то есть сохраняя вполне приличную детализацию, слегка снижается контраст, и мы видим, что в блике боке вносится своеобразная текстура. Текстура хорошо различима, потому что на фильтре присутствуют своеобразные микролинзы, и они дают такой характерный рисунок боке, тоже текстурный. Если не смотреть под 100% увеличением, то мы просто будем слегка только чувствовать вот эту текстурность, и это добавляет какое-то ощущение фактуры, в снимок. Это смотрится как минимум интересно, и при этом мы не утрачиваем ни деталей, ни цвета, все смотрится очень даже здорово. А теперь мы попробуем рассмотреть 3 примера без фильтра, с фильтром Portrait Soft, и в третьем варианте я сочетал 2 светофильтра сразу, Retro Soft и поверх него Portrait Soft. И как видим, в принципе кадры похожие, да? Но в последнем словно снято через монокль. Блики начинают работать более мягко, вот эти же блики, они работают более мягко, а также у них появилась небольшая текстурность, она есть вот в этом случае. А в этом случае текстурность с одним фильтром Portrait Soft более выражена, блик смотрится интересно, а вот здесь без фильтра он пустоватый, просто белый. Вот, и это дает своеобразное очарование образу. Посмотрите, вот этот изгиб травинки, насколько интересно он смотрится здесь, насколько мягко, он просто похож на сон. Вообще снимок справа, он просто похож на сон. У него детали все более нежные, мягкие, и он просто очаровывает. Как видим, фильтрами можно распорядиться иначе, накручивая их один на другой. Иногда спрашивают, в чем же плюсы светофильтров? Ведь Photoshop всесилен. Нет, это ошибочная точка зрения, и надо учитывать следующие аспекты. Photoshop стоит дорого, и это не самый простой инструмент. Придется углубленно его изучать, чтобы имитировать софт-эффекты, подобные светофильтрам. Тут они даются легко. Не все пользуются редакторами, есть поклонники прямой фотографии, отвергающие вмешательство в изображение при помощи графических редакторов. Еще одна причина. При использовании фотопленки Photoshop не имеет силы. Вы будете получать изображение аналоговым способом. А в редакторах непонятно еще, что получится. Ведь со светофильтрами фотограф видит изображение сразу, непосредственно, еще до того, как сделан кадр. Оперативная смена эффекта прямо на месте съемки тоже является большим плюсом.
подставил фильтр к объективу и понимаешь, нравится эффект или нет. На разных объективах фильтры преображают изображение с разным характером, и с разным освещением характер изображения может кардинально меняться. Надеюсь, в ходе этой заметки становится понятно, что софт-цветофильтры – это настоящий творческий инструмент для преображения реальности и получения художественных эффектов прямо во время съемки и до того, как будет произведено экспонирование на цифровой носитель или фотопленку.